Бывает так, что идеальный, казалось бы, питч просто проваливается. Почему? Сегодня мы как раз и раскроем один секрет, который помогает заключать даже самые сложные сделки. Ох, эта картина. Представьте, вы подготовили блестящую презентацию, выступаете перед советом директоров, а в ответ — гробовая тишина и абсолютно непроницаемые лица. Знакомо, правда? Вот давайте разберемся, почему так вообще происходит. А корень проблемы на самом деле очень простой. Единый подход, такой вот один для всех, он просто не работает. Почему? Да потому что у каждого в этой комнате свои цели, свои заботы. Вы-то говорите одно, а вот слышит каждый что-то свое. Это как, знаете, как будто вы говорите на одном языке, а все остальные слушают на разных. Финансовый директор слышит про деньги, про цифры, технический про код, про железо, операционный про то, как это все будет работать на практике. Сообщение-то одно, а вот призма у каждого своя. Так что же делать? Неужели готовить 3 разные презентации? Нет, конечно. Есть способ говорить с каждым на его языке, но при этом не меняя самой сути предложения. И этот способ называется принцип Тейлора. Так, что же это за принцип такой Тейлор? Ну, само слово «тейлор» с английского — это портной. И вот в этом-то и вся соль. Представьте, что у вас есть отличная ткань. Это ваша основная идея. А принцип Тейлор — это искусство скроить из этой ткани костюм, который будет идеально сидеть на каждом человеке в комнате. Суть одна, а подача индивидуальная. Давайте на конкретном примере, так будет понятнее. Возьмем простую вроде бы идею «наша платформа автоматизирует процессы». Ну, звучит неплохо, да? А теперь давайте посмотрим, как эта универсальная фраза может и должна звучать для совершенно разных людей. Итак, наш финансовый директор. Ему вот эта вот оптимизация процессов ни о чем не говорит. Ему нужны цифры. И для него наше предложение звучит так. Инвестиция в $100 тысяч при стоимости бездействия в 900 тысяч, которая принесет 800% ROI всего за 6 месяцев. Вот это язык, который он понимает, четко и по делу. Хорошо, а что насчет технического директора? Что ему нужно? Ему все эти RIO до лампочки? Он услышит другое. Это API First архитектура, она масштабируемая, сертифицированная по SOC 2 и, главное, легко интегрируется с вашим текущим стеком технологий. Все, для него это музыка. Никаких головных болей, только чистое технологическое решение. Ну и, наконец, операционный директор. Этот человек — практик до мозга костей. Его волнует, как все будет на земле, как быстро мы это внедрим, а команду обучать долго, а работа не встанет, и для него ответ будет таким. Внедрение займет 3 недели, включая обучение. К концу 3-й недели 90% сотрудников уже будут продуктивно работать в новой системе. Быстро, гладко, эффективно. Все, вопрос снят. Окей, общую картину мы увидели, но это только верхушка айсберга. Давайте копнем глубже. Заглянем, так сказать, в голову каждому из этих ключевых игроков и разберемся, какие вопросы на самом деле не дают им спать по ночам. Итак, финансовый директор, или CFO. Это, можно сказать, хранитель казны. Его мантра — это ROI и риски. Любое, абсолютно любое решение он прогоняет через свой внутренний калькулятор, что мы с этого получим и чем рискуем. Прибыль и убытки — вот его мер. Так что же ему нужно услышать, чтобы сказать «да»? Первое. Окупаемость. Как быстро вложенные деньги не просто вернутся, а начнут приносить прибыль. Второе. Полная стоимость владения. Не только то, что на ценнике, а все скрытые расходы. И третье, конечно же, риски. Как ваше решение поможет их снизить? Финансовые, нормативные, любые. Так, с финансами разобрались. Переключаемся на совершенно другой мир. Мир технического директора, CTO. Тут все про архитектуру, интеграцию и, конечно же, безопасность. Он смотрит в будущее, и его главная головная боль, как бы новая блестящая игрушка не сломала все то, что уже и так работает. И вот его ключевые вопросы, на которые нужно иметь железные ответы. Впишется ли это в нашу текущую архитектуру? Насколько это решение безопасно и сможет ли оно расти вместе с нами? И вишенка на торте, не подсаживаемся ли мы на иглу одного поставщика? Что там с поддержкой, с SLA? И последний в нашей тройке — операционный директор, COO. Это тот самый человек, который отвечает за то, чтобы вся эта махина под названием «бизнес» работала как швейцарские часы. Его не волнуют красивые теории, его волнует реальный мир, реальные процессы и реальные люди. Что он хочет знать? Конкретные сроки запуска. Не когда-нибудь, а когда именно это заработает. Как команда это воспримет? Не будет ли саботажа? И как это повлияет на наши KPI?
Он всегда думает о том, что может пойти не так, и ждет ответа, как этого избежать. Итак, мы теперь знаем, кто есть кто. У каждого свои интересы, свои страхи. Кажется, что собрать их всех в одной комнате и договориться — это что-то из области фантастики. Но нет, есть вполне конкретный пошаговый план, как это сделать. И вот эти 5 шагов. Все начинается с согласования общих целей, все должны быть на одной волне. Затем сам питч, но уже с правильными акцентами для каждого. Дальше прямо и честно отвечаем на вопросы каждого. После этого самое сложное, но и самое важное — связываем все эти ценности воедино, чтобы построить консенсус. И, наконец, финал закрепляем четкие, понятные следующие шаги с каждым участником. Хорошо, звучит логично. Но главный вопрос — и что? Какая от этого реальная польза для бизнеса? Ведь красивые слова — это одно, а цифры в отчете совсем другое. Давайте посмотрим на эти самые цифры. Результаты говорят сами за себя. Когда применяется подход Тейлор, происходит 3 вещи. Первое — коэффициент выигрышных сделок. Он просто взлетает. Второе — средний размер сделки тоже растет. И третье — цикл продаж, то есть время от первого контакта до денег, ощутимо сокращается. И это, знаете, не какая-то магия. Это просто результат глубокого понимания своей аудитории. Так что если нужно запомнить что-то одно из всего этого разбора, то вот оно. Хватит делать одну презентацию для всех. Пора начать вести диалог, настоящий диалог, на разных языках. И в завершение, просто подумайте вот о чем. Чей именно язык вам нужно выучить для вашей следующей самой важной сделки?